вспомнилась интересная такая история по поводу безвыходных ситуаций, то, что их не бывает. Ну, я, кстати, убеждался, точнее, много раз, и убеждаюсь до сих пор, что действительно безвыходных ситуаций не бывает. И причем все ситуации, которые приходят к тебе на ум, ну, точнее, как сказать, не приходят к тебе на ум, а решаются вообще легко. То есть то, что ты думаешь, как решить эту проблему, это вообще не так. То есть ты лезешь куда-то глубоко, а на самом деле ответы все на поверхности лежат. Ну, понятно, все это сложно, когда у тебя какие-то проблемы возникают, ты хочешь быстрее их решить, чтобы уже и не думать об этом, но, к сожалению, так это не работает. Надо успокоиться, отпустить ситуацию, и тогда уже придет ответ. И причем он будет такой, что ты вообще даже не будешь понимать, откуда, как, почему это все пришло. Но это работает. Ну, в общем, история такая. Где я ее слышал, не помню. Помню, что это было детство. Забыл я ее, конечно. Вспоминал когда-то, но сейчас я ее вспомнил и думаю, что вряд ли забуду. В общем, история такая. В одном царстве-государстве, как всегда, жил злой король. Похищал он молодых девушек, когда объезжал свои границы. И, заставлял их выходить за себя замуж. И никаких он им не оставлял шансов вообще. Просто моя жена будешь. Все. То есть вот такой злой был король. Не хотел добиваться девушек, а брал их силой. И в один прекрасный заезд увидел он молодую красивую девушку, показал на нее пальцем: все, будешь моей женой, поехали. Ее схватили, привезли в замок, посадили в темницу. Сидит она, печалится, не знает, что делать. Уже все думает, все плохо. Единственная радость у нее была, что король был старый. И думает, недолго мучиться. Либо я от горя, так сказать, умру, либо он от старости. Приходит, и что-то у короля перемкнуло. Решил он ей дать шанс. Непонятно из-за чего, все удивились, как так. Видимо, на старости лет что-то у него, какая-то совесть начала просыпаться. Но ничего подобного. Совесть у него не стала просыпаться. Сейчас вы поймете, почему. Он хотел показать, что он такой хороший, король добрый, но все знали, что он злой. В общем, настает прекрасный этот день. Приходит он к девушке, говорит: я даю тебе шанс, я тебе даю 2 камня, один черный, другой белый. Вот вытянешь из мешочка белый камень, ты свободна. Черный, все, ты не свободна. Согласна она? Конечно, согласна. Как так? Быть не согласной-то. Настает время приготовления к такому событию. Первый раз в королевстве, что король дал шанс девушке. Все это происходит на пляже, галька, и король берет 2 камня, один черный, другой белый, говорит: вот, это твои камушки, одна галька черная, другая белая. Вытянешь белую, свободно, черную, не свободно. Договорились, все. И король начинает в мешочек убирать 2 камушка. А девушка увидела, что он убирает, туда прячет 2 камня, но черных. То есть, представляете себе, да, и шанса вообще нет никакого. То есть обманули девушку. Завуалировано, так сказать. Вот сейчас ставьте видео на паузу и пишите в комментариях, как она вышла из этой ситуации. Спойлер такой вам подкидываю. Ситуация решилась. И легко. Вообще ответ, как всегда говорят, на поверхности лежит. Все легко, все просто. На самом деле легко и просто. Ставьте на паузу и пишите ваши комментарии, как она вышла из этой ситуации. Очень интересно посмотреть, знают ли люди об этом. Я, честно говоря, когда мне рассказывали эту историю, даже у меня в мыслях не было такого, что так можно сделать. Точнее, не как можно сделать, понятно, но как решилась ситуация. Продолжаем. Положил король 2 камушка. Девушка такая думает: что же мне делать? В
принципе, был шанс у нее небольшой, но был. Закричать и сказать: смотрите, король обманывает всех, тем более меня. Он положил 2 камня, открывайте мешочек, давайте посмотрим. Мне кажется, ситуация бы тоже разрешилась бы, что король обманщик. Но понятно, что власть-то у него. Как-нибудь там эту тему переквалифицировали, что она все равно виновата бы осталась. Девушка не стала так делать, была мудрее, умнее. Такая, бог с ним, думает, положил и положил, я выйду из этой ситуации по-другому. И получается так. Ей подносят этот мешочек с камушками. Все, кульминация. Она запускает руку в мешочек, хватает, соответственно, первый попавшийся камень и просто его берет и выбрасывает на этот галечный пляж. Все, проблема решена. Король: как? А какой камень ты выкинула? Она говорит: не знаю. Давайте посмотрим, какой камень остался в мешке. Соответственно, все начинают смотреть, а в мешке остался черный камень. Ну и, соответственно, по законам, то есть показалось, что она выкинула, точнее не показался, а она выкинула белый камень. Все, вопрос решился. Вот так вот, по поводу безвыходных ситуаций. Их не бывает. Не вешайте нос, голову, если вдруг случится какие-то неприятные вещи. Всегда есть выход из любой ситуации. И выход этот лежит на поверхности. Главное ситуацию отпустить. И само все придет. Осознание решения проблемы придет. Так что вот так вот. Спойлер такой, я надеюсь, что вы поняли, да, что положил 2 камушка в мешочек. Это для тех, кто не понял. Положил король 2 камушка в мешочек черный, девушка взяла, любой камень выбрасывает, и все, и доказательств нет того, что там был 2 черных камня. То есть она взяла белый камень, соответственно, остался черный. Все, всем счастливо. Пока.